Thank you for being back to go in the afternoon session. Спасибо за то, что вы вернулись. Мы продолжаем нашу послеобеденную секцию. Dr. Eva already showed us the biological background of the PRGF, and I will run in more clinical cases. Доктор Ева нам показала биологическую концепцию применения плазмы, богатой факторами роста, а доктор Бергман, он сказал, что он будет нам больше фокусироваться на клинических случаях применения этой методики. In the morning we learned the basis for the long-term outcome is the harmony of bone and soft tissue. До обеда мы сегодня рассматривали с вами очередную концепцию. Это гармония между твердыми и мягкими тканями. We need a sufficient amount of bone. We need keratinized attached mucosa, implant in the correct position. Для этой концепции, для того, чтобы ее реализовать, мы должны иметь адекватный объем костной ткани, кератинизированная слизистая оболочка, которая фиксируется на твердых тканях, имплантат. And the tissue care concept for the superstructure. И, естественно, правильная конфигурация мягких тканей для того, чтобы в эстетической зоне особенно установить, в общем-то, правильную супроконструкцию. Before we decide which kind of bone augmentation technique we are going to use, spreading, splitting, block, sinus, lateral window or internal, we must know exactly before how is the three-dimensional amount of the remaining alveolar ridge. Перед тем, как мы будем использовать любую технику костной пластики, или как bone augmentation, это на английском, а на русском, в общем-то, наращивание костной ткани, увеличение объема костной ткани, неважно, что бы мы применяли, или расщепление отростка, или использование спредеров, уплотнение костной ткани, или синус-лифт для поднятия мембраны Шнайдера, мы обязательно должны иметь в начале рентгенологическую диагностику в 3D, для того, чтобы знать, какой в настоящий момент мы имеем объем костной ткани. The 3D diagnostic is the important key to learn about the bone morphology, the ideal implant position and the way we have to prepare our hard tissue. Вот эта 3D-диагностика, рентгенологическая диагностика нам дает ответы на вопросы, которые нас очень интересуют. Во-первых, морфология костной ткани до оперативного вмешательства, идеальная система имплантатов, которая подходит для данной конкретной кости. I think the most of you know already this from Atkin and Kaywood, bone classification concerning the different resorption stages. Он уверен, что большинство из нас, присутствующих здесь, знаем классификацию Kaywood, которая была построена именно на зависимости атрофии альвеолярного отростка. And each amount of bone has a typical ideal augmentation technique to recommend. И согласно данной классификации, каждый дефект костной ткани, который присутствует на данных слайдах, вы видели, имеет свою технику наращивания костной ткани. In analogy to the remaining horizontal amount of bone, we decide what technique we are going to use. И в зависимости от того, если мы имеем горизонтальную атрофию альвеолярного отростка, мы будем представлять себе, какую технику костной пластики мы будем использовать. Because, for example, if you want to place a 3.5 millimeter implant in diameter, which is not oversized, relatively small, you need 1.5 millimeter buccal blade, is 5, and 1 millimeter bone on the lingual or palatinal side, 6. So you need 6 millimeter bone at the end for a 3.5 millimeter. Если завтра вы принимаете решение, что вы хотите поставить имплантат диаметром 3,5 мм, что, в общем-то, небольшой имплантат, тем не менее, вы должны помнить, что вам надо сохранить 1,5 мм кортикальной пластинки с вестибулярной стороны, 1 мм с язычной стороны или небной стороны, значит, это было уже 3,5, возьмем даже если радиус плюс 1,5, это уже 5, плюс 1 это уже 6. Вы должны иметь минимум ширину альвеолярного отростка 6 мм. So, and here you find a rough guideline how to deal it. Is the bone
horizontally 6 mm or more, a regular standard implantation. И если вы действительно сталкиваетесь с ситуацией, когда у вас ширина альвеолярного отростка 6 мм и больше, вы можете использовать стандартный имплантат. Имеется в виду, пока речь идет о диаметре. Is it 5 to 6 mm implantation with bone condensing? И если вы уже столкнулись с ситуацией, когда у вас 5-6 мм ширина альвеолярного отростка, уже нужно предусматривать методику, технологию уплотнения костной ткани. 4 to 5 mm, one stage bone splitting and implantation. И если вы уже имеете 4-5 мм ширина альвеолярного отростка, то, естественно, техника меняется, и вам уже нужно думать о методике расщепления альвеолярного отростка с установкой имплантата в момент операции расщепления. In case of really advanced surgeons, 3 to 4 mm the same, splitting and implantation. On the more safe side, 2-stage, splitting, augmentation, wait 4 months, implantation. И, наконец, если вы имеете ширину у пациента, ширина альвеолярного отростка 3-4 мм, значит, здесь есть два варианта. Либо мы делаем расщепление альвеолярного отростка с установкой имплантата, либо двухэтапное расщепление, остеотропный материал, через 4 месяца отсроченная имплантация. Less than 3 mm remaining bone means normally lateral bone block apposition. И, наконец, если 3 мм и меньше 3 мм, то, естественно, вопрос стоит о костной пластике с применением костных блоков с язычной стороны и с последующей имплантацией. The idea is, doesn't matter which kind of amount bone we have, we always want to end up in the same result for a long-term outcome. Для того, чтобы мы хотим получить долгосрочный результат и положительный результат, значит, опять возвращаемся к тому, нужно создать адекватный объем костной ткани. Vertical enhancement of the alveolar is much more complicated. Everybody knows. When you're on holidays, for me it's easy for a horizontal augmentation. The vertical... И, конечно, все из нас, мы все прекрасно знаем, что вертикальное, то есть поднять высоту альвеолярного отростка, создать высоту, объем костной ткани намного сложнее, чем горизонтальный. Therefore, if you have a defect less than 3 mm, we deal it in a one stage, autogenous bone, GBR, PRGF technique, bone regeneration, one stage. И если мы имеем 3 мм и меньше, значит, мы уже думаем о том, что нам нужна одноэтапная какая-то костная пластика с использованием аутогенной, то есть собственной кости, с методикой направленной костной регенерации, GBR, Guide Bone Regeneration, направленная костная регенерация. More than 3 mm vertical defect, we speak about aesthetic long-term outcome, when your implant restoration should really look like a healthy natural tooth. And not a double or 3 times crown length. И когда мы имеем более 3 мм, значит, мы уже думаем о эстетической функции данного имплантата, чтобы мы могли спрятать, в общем-то, то, что нам надо под слизистую оболочку и получить положительный результат. Not 30% white ceramic and 70% pink ceramic. Ну и, естественно, мы должны думать о том, что мы, когда занимаемся такой имплантацией, мы должны очень четко помнить о пропорциональном соотношении корневой и коронковой части, не иметь очень маленький корень и не иметь очень большую супраструктуру. So, in other words, more than 3 mm, we have to deliver 2-stage procedures with bone block transplantation or osseodestruction, which is very seldom and not very easy, the high compliance of the patient, or sandwich osteotomy. This is a very old technique I learned 25 years ago, but this is same like osteotomy, the cut, but instead of osteoinstructor, you give just a piece of bone from here inside. И, конечно, когда у нас есть меньше 3 мм высоты альвеолярного отростка, мы уже должны думать о более сложной технике костной пластики. Sorry, can you bring me the slide back? Мы можем думать о двухэтапных процедурах, таких как, например, или укрепление костного блока с забором его откуда угодно, в неротовые зоны или в ротовые зоны. И, наконец, либо остеодистракция, особенно фронтальный отдел нижней челюсти, вы знаете, о чем я говорю, когда мы поднимаем, или использовать старую технологию, сэндвич-технологию, когда, используя дистрактор, не подкладывается, а подкладывается какая-то собственная кость. Не ждем там регенерации, а подкладывается блок собственной кости. Yeah, because we are a little bit limited of time, I will just pick out from each group one case, but all these cases, splitting, block,
iliac crest, and sinus, more complex cases. Так как у нас недостаточно времени, я из каждого пункта вот этой костной пластики выберу по одному примеру, который будет показывать вам расщепление альвеолярного отростка, использование спредеров и, наконец, использование блоков из гребня подвздошной кости и и поднятие мембраны Шнайдера, то есть увеличение от дна нижней стенки гайморовой пазухи. And I will show you at the very end some troubleshooting. In a sinus case, the whole Schneiderian membrane is damaged, and how we can solve this. Ну и, естественно, он покажет несколько клинических случаев, или один случай, где он вам покажет, какие бывают риски, какие осложнения бывают, когда повреждается мембрана Шнайдера, и как, в общем-то, в этих случаях выйти из этого положения. So let's start with the bone splitting. Where is it more difficult? In the maxilla or in the mandible? Давайте начнем с расщепления альвеолярного отростка. И вот он задает нам вопрос, как вы думаете, где это более сложно сделать, на нижней челюсти или на верхней? In the mandible. Two answers. Part of the dentist said on the upper, the another part said on the lower. As in real life, both are right, but... Он считает, что оба правы. In the maxilla, the bone is a spongy bone. It's pretty soft. It's quite easy from technical point of view to make a splitting. На верхней челюсти вы прекрасно знаете, и вот мы так, я думаю, что он бы, наверное, хотел эту мысль навести, что кость верхней челюсти там D3, D4, да, где больше губчатого вещества и, естественно, более мягкое, и использовать технологию расщепления легче на верхней челюсти. The challenge, you are right, is the central incisor. Here you must take care a lot of the aesthetic outcome. That makes it a little bit difficult. But the technique is in the maxilla more easy. И, естественно, вы должны помнить только об одном. Фронтальный отдел верхней челюсти, где вы имеете в области двух центральных резцов или одного центрального резца, методика расщепления всегда может вам показаться более сложной, только по той причине, что нужно очень серьезно думать об эстетическом эффекте. Но, тем не менее, расщепление на верхней челюсти легче, чем на нижней. So your first case with bone splitting, if you do it the first time, you select a lateral incisor, not a central, a lateral incisor with two neighbor teeth periodontally intact. And you cannot go wrong. И если вы хотите действительно начать пробовать заниматься именно методикой расщепления альвеолярного отростка, то он советует, и, в общем-то, есть, наверное, какие-то прописные правила в этом, начинать не с центрального резца, а начинать с дефекта, где отсутствует боковой резец, и есть два соседних зуба. Центральный и 13 или 23. In the mandible, is it more difficult because the bone is more hard, it's more compact, and you have a higher risk of fracture of the buccal blade? На нижней челюсти есть такое мнение, вот это так доктор Бергман нам говорит, есть мнение, что на нижней челюсти расщепление провести сложнее, потому что там D1, D2, и, естественно, больше кортикального и меньше губчатого вещества, и если там заниматься расщеплением, то не исключен риск отлома вестибулярной пластинки кортикальной, когда вы будете расщеплять альвеолярный отросток. Where is it more difficult in the mandible, in the front or in the molar area? Как вы думаете, где сложнее на нижней челюсти, во фронтальном участке или в боковом? Ну, активнее, господа. Я понимаю, вы поели. В боковом. Yes. One question is in the back. Yes, in the back is much more difficult. What is more difficult? A single tooth with a splitting, just a missing 6 or missing 7, or a total free end situation? Опять идет вопрос, который хочет, чтобы вы немножко проснулись после обеда. Что сложнее, расщепить отросток при одном отсутствующем зубе или расщепить отросток, когда дефект оканчивается 33-м или 43-м зубом? Концевой дефект. One tooth, of course. So one tooth, because of the adjacent neighbor teeth, the periodontal area. Okay. Потому что один зуб, естественно, понятно, маленький дефект, рядом стоящие зубы, ткани периодонта, мощная кортикальная пластинка, конечно, будет сложнее. Okay, now you know where you have to start and how you upgrade yourself. Ну, теперь вы знаете, с чего начинать, для того, чтобы поднять свой имидж, для того, чтобы заговорить о себе с большой буквы. And we don't start with the lateral incisor in the maxilla, we start with the single tooth molar. И мы не будем стартовать ни с бокового резца, ни с центрального резца верхней челюсти, мы будем начинать демонстрировать именно дефект в боковом участке нижней челюсти. Two-dimensional panoramic gives us a vertical bone excellent.
Панорамная рентгенография нам дает очень четкое представление и говорит нам о том, что мы имеем достаточно по высоте костной ткани для того, чтобы поставить серьезной длины имплантат. The problem when we check it clinically, we miss keratinized attached mucosa and we have a severe undercut. Our horizontal bone amount is limited. И когда мы клинически смотрим на данный случай, то мы видим, что у нас есть уменьшение ширины альвеолярного отростка, потеря костной ткани за счет атрофии и недостаточная, может быть, прикрепленная слизистая оболочка, не настолько кератизированная. And a 3D diagnostic shows us when we just want to place the implant in the remaining bone, we cannot place it under prosthetic aspects because we have a perforation here. We have not enough buccal plate, so without further augmentation is not to deal here. Когда мы делаем компьютерную томограмму, то мы видим на компьютерной томограмме, что мы не можем поставить имплантат, чтобы ось имплантата совпадала с осью именно супроконструкции, потому что есть дефект костной ткани с этой стороны, дефект костной ткани с этой стороны, и без наращивания, без аугментации навряд ли мы получим хороший результат. So the solution in this case, before the era of piezoelectric surgery, before the tissue-friendly technique of PRGF was just to put a block. И сегодняшняя концепция нам подсказывает, перед тем, как мы начнем заниматься имплантацией в данном клиническом случае, перед тем, как мы используем пьезохирургическую аппаратуру для того, чтобы поставить этот имплантат, абсолютно ясно видно, что нужно провести какую-то предимплантационную подготовку для создания адекватного объема костной ткани. But now this technique of tissue-friendly piezoelectric surgery, soft tissue management and tissue engineering helps us to do this one stage with the splitting. И сегодня, владея техникой пьезохирургии и владея техникой использования плазмы, богатой факторами роста, мы можем позволить себе сделать одноэтапное оперативное вмешательство путем расщепления альвеолярного отростка. So maybe what we want to have is, this is ideal. This is идеальное положение. Sorry? This is very poor. This position. Да, эта позиция явно нас не устраивает. Вот это считается идеальная позиция. This is ideal, and what we want to have is place our implant like this. Если бы мы захотели, lateral augmentation. Поэтому нам нужно сделать латеральную аугментацию, то есть прибавить там костную ткань. On the cross section you see the remaining horizontal bone amount and what does it mean? На поперечном, place your implant, yeah, на поперечном сечении, на срезе, на компьютерной томограмме вы увидите, какой имеется дефект костной ткани по ширине альвеолярного отростка, и, естественно, возникает необходимость наращивания костной ткани в этой зоне. If you place an implant like that, can this have an osseointegration? Если мы поставим имплантат вот в такой позиции, может такой имплантат получить хорошую остеоинтеграцию? Ваше мнение, господа? Да или нет? Ну, no. Yes or no? Some yes. You cannot get a good result. Osseointegration can happen because bone, but the completely buccal plate is missing. Soft tissue shrinkage, aesthetic disaster, nightmare, long pocket, implant loss in the future. Можно предусматривать, что получить здесь какую-то определенную остеоинтеграцию, потому что кость здесь, кость здесь. Вот эта часть вестибулярной кортикальной пластинки, она будет открыта, резьба будет открыта. Мягкие ткани, если мы положим, там будет дефект эстетического характера, или просвечиваться будет, или будут какие-то проблемы, связанные с эстетикой. 4 mm bone splitting implantation, one stage. The first step to success is the soft tissue management here. И, естественно, когда вы приступаете к процедуре расщепления альвеолярного отростка, то самым важным моментом это является управление или забота, будем так говорить, о мягких тканях в зоне имплантации. If you deliver here a straight incision on the alveolar ridge and then go ahead with a bone splitting, your incision and your stitches are directly above the splitted area in the implant. What is the consequence in the healing period? You know, you gave me the answer in Moscow already. Huh? We discussed a similar thing. Значит, вопрос... Soft tissue dehiscence. Да, я понял, я не переспросил. Вопрос в том, что если мы сделаем разрез по центру альвеолярного отростка,
Ну, естественно. Сделаем разрез по центру алвеолярного отростка. Потом будем заниматься расщеплением. То, после того, когда мы поставим даже имплантат, сам имплантат и зона расщепления будут находиться по центру, где будут наложены швы. И, естественно, процесс заживления, регенерации будет идти под угрозой инфицирования или каких-то других проблем. Yeah? So we deliver a split flap, not with the scalpel. We use here the laser. Они поэтому делают разрез не с помощью скальпеля, они используют лазер. And just do in the first step a preparation of the mucosa, limited to the mucosa, only mucosa flap. Окей, и они вначале начинают подготавливать мягкие ткани только слизистой оболочки. Только слизистой оболочки. 4 millimeter down the alveolar ridge here, we cut the periosteum. На 4 миллиметра, отступая от гребня алвеолярного отростка, они разрезают надкостницу. We have then a periosteal tunnel here apically and a full mucoperiosteal flap later to cover our splitted area. И вот начиная от этой зоны 4 миллиметра и до язычной поверхности, они имеют полный лоскут мягких тканей и надкостницы. Здесь ниже у него только мягкие ткани. And we are going to create the area of keratinized attached mucosa around the implant at the same time. This is called vestibuloplasty Edlan Meisha modified Kaz. Who was the guy from Russia? Kaznijian. Kaznijian plastic. Kaznijian plastic. А, Казанджан, да. Sorry, Казанджан. Значит, здесь они начинают заниматься подготовкой именно мягких тканей, именно слизистой оболочки, согласно вот этих модификаций, которые предложены доктором Казанджаном. So now we start with the piezo surgery. These are quite interesting tips. Like a chisel, they split and condense the bone. Yes, without taking. И они используют специальные насадки пьезохирургические, которые как долото. Он расщепляет алвеолярный отросток, в это же время, погружаясь вглубь алвеолярного отростка, он его расщепляет одновременно. The more vertically you go inside, the more deep, the easier to split. Чем глубже вы уйдете в алвеолярный отросток, тем легче расщепление алвеолярного отростка. So if our implant is 11 millimeter, for example, we go 9 millimeter inside. Only in the last 2 millimeter, we want to have the primary stability for the implant, no pressure on the new buccal plate. Если вы планируете поставить имплантат 11 миллиметров длины, то достаточно вам пройти 9 миллиметров с помощью этого инструмента и хотя бы 2 миллиметра оставить для того, чтобы получить как бы первичную стабилизацию имплантата после расщепления. Next step, the bigger one. Следующий шаг, мы берем чуть больше, по толщине имеется в виду, наконечник, который продолжает расщеплять алвеолярный отросток. This must work with a lot of saline. Here is no saline because of the photo, but when you work, a lot of saline. Yeah, if you do it without saline, it smells like bone. It was bone before. Yeah, then you destroy. Когда вы используете вот такие наконечники, он извиняется за то, что здесь нету, вы не видите водяного охлаждения. Водяное охлаждение убрали только для того, чтобы сделать фотографию. Естественно, когда вы идете пьезоинструментом, вы пользуетесь водяным охлаждением. And you see what you can get. И вы, наконец, видите, что вы можете получить. Вы получаете расщепление алвеолярного отростка. This is the new buccal plate here. Это новое как бы положение кортикальной пластинки и задняя стенка, лингвальная. In the mirror you can see quite nicely here the augmented or splitted area. В зеркале вы видите, насколько удалось расщепить алвеолярный отросток. The final preparation. Окончательная подготовка ложа под имплантат. And then we are going to make 2 drillings for our implant and then place the implant. The final bores. Now we start with 2 implant burrs. Burr 1, burr 2 implant. Okay. So far only piezo. This is only piezo here. I understand, but I mean the finish bores. Yeah, now we come with the implant. Okay. А когда заканчивается расщепление алвеолярного отростка, то согласно диаметру имплантата он идет либо пилотом и потом окончательным бором, а если расщепился достаточно, то можно идти финишным бором. This is the first, number one, number two. Первый и второе сверло. Thread cutter. Okay.
уплотнитель костной ткани, спредер, либо, ну по-разному их называют, если вы спредер или уплотнитель костной ткани, да. Because lingual bone very hard and dense, buccal bone flexible, soft, thin. Without this, the implant will damage the buccal blade. Потому что если вы пойдете сразу имплантатом, не используя спредер, вы знаете, что спредер это не резьба, это специальные насечки, которые уплотняют костную ткань, да? То задняя стенка очень сильная, язычная, очень мощная. Вестибулярная, она более подвижная и более мобильная. И если пойти сразу имплантатом, то имплантат в конечном итоге может повредить латеральную вестибулярную стенку. Now we are going to place the implant. Теперь мы положим имплантат. PRGF. Ну вот то, что мы говорили в предыдущей лекции, доктор Ева showed this situation, когда мы говорили, что у них было специальное устройство, где они смачивали вот этой богатой факторами роста плазмой. Fraction 1 or fraction 2? Какая фракция применяется? Первая или вторая? Fraction 2, fraction 2. Fraction 2. Everybody fraction 2. Dr. Wunder also, fraction 2. Okay, because growth factors here on the surface. Then we are going to place the implant. Смачиваем фракцией номер 2 и внедряем имплантат. And then you see, in these cases, we need an implant system which is good to place under the bone level. Why? Okay. Вы видите, обратите внимание, это очень интересно, меня во всяком случае очень интересует. Сейчас он показывает вам систему имплантатов. Это мы будем так говорить, последнее поколение имплантатов. Он ставит имплантат, который ставится ниже уровня кости. Имплантат, который мы знаем сегодня в Украине даже, да? Это либо Суперлайн, либо анкилоз, либо XI. Имплантаты, которые не имеют шейку. В данном случае анкилоз. Я видел его сразу. Yes, you got it. Bicon, for example, or Astra. No. Astra, same, or Ankylos. Ankylos, yes. Ankylos, Astra, Bicon, all these implant systems have the same conical abutment connection and surface without a color, a machine polished color up to the peak of the implant. Без шейки, без машинно обработанной, без полированной, то есть нет шейки, ниже уровня кости 0,5 мм. This is not the best implant system for aesthetic replacement of the central incisor in the upper. This is something different. Yes. Но он считает, что это неправильная может быть подобранная система, если мы говорим о фронтальном участке в эстетической зоне. Because after splitting, think about what happened with the buccal bone. We start here, yeah, and then we split. What happened vertically to the buccal blade? It's coming down. It's coming down. We have a vertical bone loss of the buccal blade. Он показал вам сейчас вот на двух этих своих штучках, что когда мы расщепляем алвеолярный отросток, и вестибулярная пластинка уходит в сторону, то она как бы опускается вниз, и мы имеем дефект костной ткани именно в вертикальном направлении на кортикальной пластинке. Therefore, we place our implant on the buccal side on the bone level, but lingually, subcrestally, 1, 2, 3 millimeter, depending how much we split the bone. Поэтому смотрите хорошо на слайд. Если мы закрутим имплантат вот так, как мы закрутили его, значит, мы его поставили на уровне 0,5 ниже уровня кости на кортикальной пластинке, а на язычной пластинке он оказался ниже уровня кости на 1, 2, 3 миллиметра, в зависимости от того, насколько мы ее расщепили, насколько мы ее наклонили. And the platform shifting concept, the abutment smaller than the outside diameter of the implant, like a tulip, come out and shift the biological width, which is more or less the distance from the bone level to the beginning of the prosthetic superstructure from a vertical to a horizontal dimension. Just one word, platform shift. Platform shift, окей. Он очень много наговорил, сказал мне сказать только одну фразу. Переключение платформы. So we have a buccal blade, but this is not 1.5 millimeter. So we must do some augmentation. If you leave it like it is and you close the flap,
What happened after 3 months, 4 months to the buccal blade? Значит, мы имеем в данной ситуации, что мы видим, что у нас нету 1,5 мм толщины костной стенки, вестибулярной костной стенки, уже нужна какая-то наращивание костной ткани. А что бы случилось, если мы его вот так вот закрыли бы, имплантат в таком состоянии? Что произошло бы с кортикальной пластинкой? Resorption. Резорбция. И через какое-то время резьба появилась бы у вас, вы видели бы резьбу через кортикальную пластинку. Да. And to handle these cases in a way like this is one big benefit of PRGF linked to biomaterial. This is, for example, BioOS with PRGF, fraction 1 or fraction 2. Вопрос, значит, как сейчас вы видите, он заполняет, допустим, промежуток, или он накрывает сверху на имплантат, вот этот плазма, богатая факторами роста, смешанная с кость-замещающим материалом, в данном случае BioOS. Как пример. Он не говорил, что это постоянно, как пример, да? И вот тут он вам задал вопрос, какая фракция использовалась для смешивания вот этой богатыми факторами роста? Фракция 1 или 2? Second one. Fraction 2 with or without calcium chloride? С хлористым кальцием или без хлористого кальция? With. Okay, you know everything, I close the computer. Perfect. Вы знаете, все, он закрывает свою книгу, мы расходимся. No, okay, then we go ahead a little bit more. Go forward, yeah. Okay. What is the basic requirement that this biomaterial can organize in a new bone? What is necessary for biomaterial to get a new bone? Как вы думаете, ваше мнение, что является самым важным требованием для того, чтобы вот этот кость-замещающий материал, в данном случае BioOS, превратился в собственную кость? Vascularization. Yes, nutrition. Number 2? The cover of the membrane. Yes, keep the soft tissue away because the bone is growing more slow than the soft tissue. Yeah, okay, you can perfect. Now, perfect. Number 3. Третий. The conductions of the material. Also, not induction, yes, не yeah. индукция, а кондукция. Without bridge, there was only one guy who could walk over the water long ago, 2000 years. Now we cannot anymore. Moses, you mean. Similar, same. Similar. I was okay. Number 4. Четвертое требование. Space and? No. Движение, movement, не двигаться. Материал, it has to be stable. Stability. This is the most important point. Without stability of bone augmentation material or bones after fracture, no bone healing. Only soft tissue healing. Pseudarthrosis. So if you just give BioOS in some, let's say, holy water, and just add it here, or in saline, no stability, spread away. But the PRGF gives this stability. You will see later, we do it in the demonstration, and this stability in combination with fraction 1 or 2? 1. With or without calcium chloride? We can close the laptop. It's okay. Yeah. Значит, то, что он сейчас сказал, значит. The effect now of the fibrin. Доктор Фред, sorry. Yeah. Okay. Explain to them. Значит, то, что мы сейчас говорили, 4 пункта, которых мы назвали. Первый, помните, да? Первое, что было? Васкуляризация. Вторая, какая была? Так, вторая была что? Закрыть. Нет. Ну что, так, быстро. Мембрана. Защитная мембрана, защитить мягкие ткани. Третье, что мы говорили. Пространство, стабилизация. Четвертая была стабилизация. Так вот, он сейчас приводил пример. Если возьмете BioOS или любой гранулный другой материал и смешаете его просто с водой или даже с кровью, стабилизации не будет. Гранулы все равно будут бегать, куда бы вы от них ни делись. Вот эта плазма, обогащенная факторами роста, обеспечивает стабилизацию гранул или материала в дефекте. Thank you. Yes, the fibrin membrane, another 2 very important effects. Effect number 1, increase the stability of our bone augmentation crafting material and
soft tissue healing effect, avoid dehiscence. Когда мы накладываем фибриновую мембрану поверх этого материала, мы добиваемся двух эффектов, то есть двух требований, которые нас интересуют. Во-первых, увеличение стабильности материала под фибриновой мембраной. И второе, лучшее заживление мягких тканей в период заживления. Репаративный период, да. Даже в случае расхождения швов. Fixation of the membrane under the periost tunnel. Окей. И вот в данном случае клиническом мембрана фиксируется под периост, под надкостницу, которая была оставлена вот здесь во фронтальном участке. Мы же только работали на слизистой оболочке. Lingual under the periost. И со стороны языка тоже под надкостницу. Second layer. Следующий слой. Under the periost. Fixation. Фиксация под периост, под надкостницу. Contact to the perio area. Good or not good? Контакт с тканями периодонта, хорошо или нет? Good. Very good. Yeah, it's fibrin. It's a sealer. Это фибрин. Это запечатывать, это закрывать. Хорошо, если будет контакт, особенно с тканями периодонта соседнего зуба. If this is resorbable membrane, collagen, contact good or no good? Это коллагеновая резорбируемая мембрана. Если там коллагеновая мембрана в контакте с тканями периодонта, хорошо или нехорошо? Нет. Because periodontal infection. Потому что будет воспаление периодонта. Stitches. Инфицирование. Швы. Two layer. Mucosa to periosteum. Два уровня, два слоя швов. Слизистой к надкостнице. This open for secondary epithelialization. Эта зона открывается открытой для второго этапа эпителизации. New alveolar ridge. Новый альвеолярный отросток. On the 3D implant, on the lingual plate, bone splitting. This is biomaterial with PRGF. На поперечном разрезе вы видите альвеолярный отросток, установленный имплантат. Он показал вам указкой промежуток, где была сделана аугментация, где располагается костный материал. Implant position lingual, enough bone, enough keratinized. Более лингвальное положение имплантата, достаточное количество костной ткани с вестибулярной поверхности, хорошая аугментация. This is the PRGF stable. Вот эта зона, которая заполнялась костным материалом, в данном случае биос, с плазмой, богатая факторами роста. 7 days later, the 7 effect. дней позже. This is in the mirror. Yeah, you see here the mirror. Это в зеркале снята фотография. And you see a very nice soft tissue healing because of the PRGF, of the fibrin effect. Очень хороший эффект заживления мягких тканей, потому что присутствие фибрина. 3 months later, in the Через mirror. 3 месяца в зеркале. Beautiful wide area of keratinized attached mucosa. Белая зона, где хорошо кератинизированная слизистая оболочка. Re-entry. Big surgeon, big incision? Нет. Что вы предпочитаете? Хирургию, серьезную, большой разрез, большое открывание? Последующий этап. Small incision. Маленький разрез. Big gingiva former to form the tissue, not to destroy it. Побольше раздвинуть мягкие ткани для того, чтобы сохранить их, а не разрушить. Take out the healing screw. Вытаскивается заглушка, или как мы ее называем, защитный колпачок, и ставится формирователь десны. Control X-ray. Контрольный рентгеновский снимок. Final restoration from referring prosthodontist. И, Platform наконец, shifting. окончательная реабилитация пациента с изготовлением керамической коронки. Similar like natural intact healthy tooth. Очень похоже на натуральный зуб и достигнут хороший эстетический эффект. 6 months later, bone stability. Через 6 месяцев по-прежнему наблюдаем стабильность костной ткани. Keratinized attached mucosa here. Присоединенная, прикрепленная, кератизированная мягкая слизистая оболочка.
stable situation, I guess. Стабильная ситуация. Less than 3 millimeter, bone block. Меньше, чем 3 миллиметра. Блоки, костные блоки. Where is more complicated to place a bone block? In the front? Bone block. Костные блоки. Where is more complicated lateral augmentation? Maxilla or mandible? Как вы думаете, где более сложная аугментация, где труднее установить блок, на верхней челюсти или на нижней? One point. On the low. On the lower, because in the maxilla it is easier with the soft tissue management, the nutrition, the blood supply, so on. In the mandible, where is it more critically? In the front, premolar or molar? Окей, он согласен с вашим мнением, что на верхней челюсти легче произвести аугментацию блоком, потому что там и легче управлять, и легче справиться с мягкими тканями. Хорошее кровоснабжение и регенерация, конечно, будет лучше. И тогда встречный вопрос. А если на нижней челюсти сложнее? Где сложнее, во фронтальном участке или в боковом? On the back. Yes, because we have a lot of tissue problems, keratinized attached mucosa. In this area, the bone turnover, the nutrition of the bone is not as good than in the premolar area. So, we take a case from the molar area. Поэтому он тоже согласен с этой точкой зрения, что в боковом участке сложнее блоки ставить. Во-первых, там понятно, что там и проблема с мягкими тканями, и васкуляризация, естественно, совсем по-другому. Метаболизм костной ткани, я это слово вспомнил, в боковом отделе хуже, чем во фронтальном. Before we check the bone block in the mandible, this patient got some implants in the maxilla with iliac crest augmentation. Перед тем, как мы сейчас будем рассматривать блоки на нижней челюсти, этот же пациент имел подсадку блоков, костных блоков, которые были взяты из гребня подвздошной кости. Some years later, bridge work broken down, and I want to make a new bridge, and he said, no, implant. I explained to him, on the low, you yes, okay. It was a bridge, and I said, there is no bone, we need bone block for the implant, we can make new bridge. No. If patient has one implant successful, come back for this therapy again and again and again. You will see this patient over a period now of 8 years. У данного пациента, он уже говорил, был блок подсажен на верхней челюсти, были поставлены имплантаты. На нижней челюсти у него был мостовидный протез. Мостовидный протез сломался. Когда пациент обратился к доктору Бергману, он предложил ему сделать новый. Потому что там был дефицит костной ткани. И он ему предложил, говорит, надо будет блоки ставить сюда. Иначе мы не... Давайте... Сделаем новый мостовидный протез. Пациент сказал нет. Я хочу опять имплантаты. So, I understand him quite well. We are the best ager, yeah? And he came in that situation. Severe perio extraction, 3-dimensional augmentation with iliac crest, because the amount of bone is too much. And then the implant restoration. And later, years later, we speak about that bridge. Первая ситуация, которая была, вы видите старые мостовидные протезы, которые были на верхней челюсти справа и слева. Там и зубы пришли в негодность, и поломались протезы мостовидные, они были удалены. Вот здесь показаны пинами и винтами, где фиксированы блоки, полученные из гребня подвздошной кости справа и слева. И потом ситуация повторилась только на нижней челюсти, о которой он говорил. Сломался мостовидный протез на нижней челюсти, недостаточность костной ткани, и было предложено ему та же самое наращивание отростка нижней челюсти с помощью блоков костных. The maxilla I go over very fast, yeah? На верхней челюсти он будет сейчас очень быстро нам покажет это все. Bone harvesting with piezoelectric surgery from crista iliaca interna. From the middle part, or the front, on anterior part. Here, in the middle and anterior. All right. Not Okay. here. Of course. Значит, и он нам показывает, вот это вот красным нарисовано, значит, наиболее приемлемые зоны, где идет забор костной ткани, особенно с гребня подвздошной кости. И показал вот здесь, вы видели, он вам показал пальцем, идет передний и средний участок. Никогда не дальше туда-назад, особенно к крестцу, там могут быть серьезные проблемы. This case I did together with Professor Zöller from Cologne University in the clinic. Эта процедура он делал вместе с профессором Цолли из Кёльна. No granular, only blocks to come faster
after 3 months with the implants. No granular, only blocks. Окей. Никаких гранул, они не размалывали, только блоки. Были сделаны блоки, чтобы побыстрее наступила регенерация. X-rays 3 months later, 3-dimensionally. Через 3 месяца Implants placed. было размещены имплантаты, Impression coping. Clinical снятие situation. слепков, Remove the screw. удаление винтов, которые фиксировали блоки, Place the implants. размещение имплантатов, Biomaterial, buccal plate enough. был положен костный материал, Stitches. зашит, дефект был ушит. Left side, remove the screw. С другой стороны убрали винты, фиксирующие блоки, Place the implants. установка имплантатов, Impression. снятие abutments, слепков, Try in. реабилитация. Restoration. Some years later, now this bridge broken. Через несколько лет позже сломался с левой стороны нижний мостовидный протез. Patient still happy. Пациент остался But here- доволен. Okay, bridge broken. And he asked me, give me an implant in that area and single. And you see no keratinized attached mucosa, no bone difficult. The tooth missing many years. Больной попросил, чтобы поставили имплантаты. Зубы были удалены много-много лет назад под этим мостовидным протезом. И там нет кератизированной слизистой оболочки прикрепленной. И поэтому, естественно, доктор не мог принять такое же пожелание пациента. Поставить ему, он хотел одиночные имплантаты. 1, 2, 3, 4. You get an idea about the 3-dimensional defect here. Когда посмотрели на компьютерную томограмму, видели, какой костный дефект имеется в этой зоне. So this bone is not too much from lingual resorption from На buccal. поперечном срезе видите, насколько произошло сужение альвеолярного отростка. Явно. It's hard to place an implant Очень without. сложно поставить имплантат. When you look here on the frontal section, it's very nice. On the cone beam CT, you can see what happened with the buccal plate of my previous implants. Sometimes it's amazing, yeah? Sometimes it's nice if the buccal plate is there. This is the holy cow, the buccal plate. And И вот на данном снимке иногда очень хорошо и приятно видеть свою предыдущую работу, когда вестибулярная кортикальная пластинка через столько лет осталась настолько сохранена. treatment planning, 2-stage bone block transplantation. Планирование лечения, значит, двухэтапная установка блоков костных. The same again, vestibuloplasty, split flap. Опять та же самая технология. Убираем только вестибулярную слизистую. You get an idea about the defect. Вы измеряете точно размеры дефекта. In the same area, just a little bit down and distally with the piezo surgery, we are harvesting monocortical И bone. примерно в этой же самой эрии, чуть-чуть только дистальнее, на теле альвеолярного отростка, с помощью пьезохирургии был забран блок, костный блок. Fixation of the bone block with mini screw. Фиксация блока с помощью мини-винтов. Normally 2 screws to fix this block. Как правило, 2 винта для того, чтобы фиксировать такой So блок. we have some horizontal and some vertical. Мы имеем немножечко и горизонтальную, и вертикальную аугментацию. Поднятие и высоты, и ширины. The bios in combination with PRGF again. Bios в комбинации с плазмой, богатой факторами роста. The membrane. Фимбриновая мембрана. Fixation under the periosteum. Фиксация мембраны под надкостницу. And this is a resorbable suture material. You must have a resorbable because you cannot remove these stitches anymore. И вы должны иметь резорбируемый шовный материал, потому что вы не должны снимать эти швы. This is Vicryl, and this is the cotton is with some PRGF, dipped in some PRGF, and when you give the suture through it, even also in saline, it's not so adhesive to the blood. It goes much easier through the tissue. И когда вы готовите такой шовный материал, у него вот лежит вот часть вот этой вот богатой факторами роста плазмы, и они нитку как бы протягивают, смачивают ее вот этими же факторами роста, и когда он зашивает, ему намного легче, и там, где будет контакт с кровью, там не будет такого раздражительного фактора от шовного материала. The stitches? Швы наложены. Waiting 3 months. Подождали 3 месяца. Re-entry. Открыли.
Take out the screw. убрали винты, The diameter now is no more question about. Yeah. померили размер алвеолярного отростка, естественно, выбрали диаметр имплантата. We can place, like implantology 20 years ago, white body, white neck, whatever. Мы можем в данном случае поставить любую систему имплантатов с большим телом, с большой шейкой. Любая система имплантатов может быть использована. What is that? Что это такое, как вы думаете? This is the most important intraoperative navigation instrument. Это самый важный инструмент направляющий. You can go inside and touch. Is there a connection to the mental nerve? Вы можете этим инструментом зайти и попробовать, касаетесь ли вы нижнечелюстного нерва или нет. Perforation buccally when you have not a full flap. Или вы можете проверить, нет ли у вас перфорации, если у вас отсутствует боковая стенка. Sinus floor perforation, yes or no? Вы можете попробовать, или уже дышит мембрана, когда вы идете, особенно внутренним синус-лифтом. No operation without that. Everybody, Что это? Угадайте. everybody in the room not having this so far? Кто-то из вас имеет такой инструмент у себя в клинике? The probe Yes. with the ball on The Baumann probe. If anybody not having, Шариковый зонд. Шариковый зонд. if everybody not having this, Если Mr. у кого-то Kreuzler нету, from пожалуйста, вот стенд вас отправляют купить такие зонды. just a few euros for that, but very, very helpful. Okay, no perforation. We go ahead. Thread cutter. PRGF. Мембрана. Ставится имплантат. Еще раз померили, имеем ли мы 1,5 миллиметра туда. Even without augmentation, we use the PRGF growth factors on the surface for more bone implant contact, as Dr. Eva showed us, and always this for the soft tissue healing. Даже если вы не считаете необходимым, и вы достаточно хорошо поставили имплантат, то есть целесообразность использовать вот такую вот фибриновую мембрану для того, чтобы обеспечить хорошее заживление самого имплантата, но еще больше думать о хорошем заживлении мягких тканей. This is the situation after the stitch is done. Это ситуация после наложения швов. Doesn't work. Sorry, computer. I don't know why it doesn't. The computer doesn't want to show us the prosthetic management. It's okay. You can show us the prosthetic management also. Very fast, okay? Yes. Ортопедический этап очень быстренько. Так, посмотрим, как у них это происходит. This is ideal indication for emergence profile abutment, customized CAD-CAM emergence profile abutment, because small implant, big gap. Значит, как правило, в данной ситуации не используются индивидуальными изготавливающими абатментами, которые имплантат сам-то, в общем-то, небольшой, а промежуток между зубами довольно большой, поэтому нужно здесь подумать, как сделать вот этот переходник, чтобы поставить коронку и правильного размера, и тем не менее опора была достаточно сильной. Two critical areas in implant prosthetics: implant abutment connection down, platform shifting. Две самые критические ситуации в любой системе имплантатов – это соединение абатмента с имплантатом, переключение платформы, конусное соединение. The second critical area, abutment crown connection here. И следующая критическая зона – это соединение абатмента с коронкой. And this is surprising now, above the tissue. It's a molar. Why not? Above the tissue, on the tissue level. And it looks like a natural molar after milling. After the preparation. After the preparation, exactly. И вот эта вот опорная часть вот этого абатмента, она, как правило, располагается выше мягких тканей. Выше мягких тканей. И если она выглядит даже, то очень часто похоже на препаровку. Если вы делаете препаровку на ортопедическом приеме с уступом, но на уровне десны, не поддесневой уступ. The CAD-CAM all ceramic crown. Изготовляется кат-кат керамическая коронка. This is the computer work. Ну, компьютерная работа. Milled in the computer. Изготовление
control splint for cementation. выпиливание на компьютере, потом ключ переноса, опять же ключ переноса. This is the abutment. Этот абатмент, который был platform изготовлен. shifting, the border for the crown. Цирконий, естественно, соединение и уступ, который сделан на циркониевом абатменте. Fixed with ratchet and torque. Фиксируется с помощью... What is this? Что Guys, это? come on, in the morning we Он discuss. показывал вам сегодня уже. Perfect, very good. Cementation. the I got my, pin my cementation. Russian enough for that. Pin, I understand. Pin correction, I mean. Okay. Cementation. Цементировка. Okay. When you see this the first time, it's a little bit in your stomach. Когда вы видите первый раз такой снимок, у вас какое-то начинается движение в желудке. But by the years I learned to deal that concept, and it's really nice for the tissue care. Но с годами, в общем, это журчание прекращается. We must hurry up a little bit. So the last step, sinus floor elevation. И последний шаг, о котором мы сегодня будем говорить об этой костной пластике, это поднятие мембраны Шнайдера. Увеличение толщины нижней стенки гайморовой пазухи. Depending on the remaining amount of bone, we decide open, one or two stage and so on. Когда мы имеем, соответственно, толщину нижней стенки гайморовой пазухи, принимается решение, какой синус-лифт будет делаться. Открытый, закрытый. This is interesting. This patient had implants 10 years ago. У этого пациента стоят имплантаты 10 лет тому назад поставленные. One implant with one sinus here. Один имплантат с синус-лифтом здесь. 5-6 years ago. 5-6 лет тому назад. Tooth was at that time available. Then tooth infection, extraction and bone defect. А потом за это время произошло инфицирование двух зубов, которые находились за этим имплантатом. В конечном итоге эти зубы были удалены. И, естественно, возникла клиническая ситуация, когда невозможно поставить имплантаты без поднятия мембраны. It's very interesting to see on the 3D what happened with the bone augmentation material 10 years ago, 5 years ago. И, конечно, очень интересно на компьютерной томограмме посмотреть, что происходит с костным материалом через 5 лет и через 10 лет. 5 years ago we find some remaining augmentation material, but only around the implant. Через 5 лет мы нашли костный материал, который располагается по-прежнему в гайморовой пазухе, но только вокруг имплантата. This is the other side. Look, the implants on the other side. Имплантаты на другой стороне. 10 years ago. 10 лет тому назад. Still bone available around the implant under functional loading. По-прежнему мы находим костную ткань, новую костную ткань, сформированную 10 лет тому назад вокруг имплантата. This was the planning. Это планирование идет. This case we make very, very fast now because Eva showed us in the morning. Okay, yes, we already see. Быстро мы смотрим этот случай. Пьезо. Латеральная стенка открыта, делается окно, пьезо. Снимается этот костный блок. Открывается мембрана Шнайдера. Elephant foot. С помощью, the camera not fast enough, I know. С помощью вот этой слоновой ноги. And now we use the PRGF to strengthen the Schneiderian membrane. What a great idea. Because this is adhesive to the Schneiderian membrane. И сейчас мы подкладываем вот этот богатую тромбоцитами, факторами роста плазмы, мы подкладываем в гайморовую пазуху под мембрану, для того, чтобы укрепить мембрану Шнайдера. We make the Schneiderian membrane stronger and not so sensitive against the bios, against the granulars. What the mechanism of this? Look. No, I understand. The Schneiderian membrane is up, and this is on the Schneiderian membrane. Okay, fine, but second layer. How this cloth is effect on the membrane? Look, the next picture. Я не в этом плане. Here you must цель take a какая? photo. Положить ее. Зачем? This is important. Yeah, okay, because fine. I think this is beautiful when this Yes. is because it is sticky to the Schneiderian membrane. I got it, your point. Она прилипает. Дело в том, что она прилипает к мембране Шнайдера, когда он подкладывает ее снизу, и дальнейшее наложение любого костного материала защищает мембрану от любого риска перфорации. The bios. Биос, смешанный вот с этим гелем, да. Накладывание окна на место, опять фибриновая мембрана. Two times, so no comment. И швы. 6 months later, implant. Через 6 месяцев открытие, установка имплантатов.
Easy, yeah? Yes. Okay. The last case. Последний клинический случай. This patient was referred to us. Fred, place implant and just a little bit augmentation. I did some sinus augmentation before. Обратился пациент к доктору и говорит: Фред, пожалуйста, мне нужен имплантат, но только совсем немножко наращивания, аугментации, потому что я уже делал один раз наращивание. Thanks God, 3D. Спасибо, 3D. I couldn't identify any bone here augmented in the sinus. Я не смог найти ни одного, как говорится, не то что крошки костной ткани, которая бы имела место в этой гайморовой пазухе. But we could identify this. What is this? Но он никак не мог разобраться, что вот это такое. It's a hole in the bone and a hole in the Schneiderian membrane. It's a perforation. В конечном итоге он установил, определил, что это отверстие в костной ткани и в мембране. So I opened a flap. Он отбросил лоскут. We find this, what we expected. Нашел вот это отверстие, которое было в латеральной стенке. Two nails from a resorbable membrane could not help. Yeah. И два винта от резорбируемой мембраны, которые остались так. Anyhow, same procedure. Та же самая процедура, было сделано окно. Take out the window. Отброшено это окно, снято. Start preparation of the Schneiderian Поднятие мембраны Шнайдера. Most often they make the mistake not do the preparation up and totally to the palatinal side and then down. Look how far sometimes it is to the palatinal side. Никогда не делайте разрез таким образом ближе к палатинарной. Вначале замерите, какое расстояние у вас есть от этого окна до гребня альвеолярного отростка. Okay, we took a bone block. Взяли костный блок. Retromolar, that's not a big deal with the piezo. Да, в зоне маляров никаких проблем там нету, зашили просто. Some PRGF inside. Немножко положили better healing. Богатой факторами роста для заживления. No drainage anymore, just close it. PRGF, без дренажа, без ничего, закрыли просто и ушили. Then stitches of the Schneiderian membrane. Потом зашили мембрану Шнайдера, вот это отверстие, которое было. One mesial, one distal of the defect. Один с мезиальной, один с дистальной стороны. Then stitch number 1. Drill the hole. Через отверстие. Stitch number 2. Второй шов. Story is gone so far. История закончилась, подшили мембрану. You can see now the perforation close. Теперь видите, насколько вся эта была сделана препаровка. PRGF to force the Schneiderian. Опять же подкладывается вот это богатое факторами роста материал, для того, во-первых, он прилипнет опять к этой же мембране. Та же самая техника. That's great to see, huh? How adhesive that is. It's very sticky, right? So the longer you work with that PRGF, the more you see indications, the more you play with that, the more you are happy when you go in your operation room. Чем больше вы будете работать с этими материалами, тем вы больше будете видеть возможности, которые вам открывают применение методики использования вот этой мембраны. Bone block inside. Блок снаружи. Fixation of the bone block with a mini screw. Фиксация мини-винтами. Some granulars with PRGF. Теперь the bios again is going, right? Bios, смешанный вот с этой фракцией, идет обратно в промежуток между нижней стенкой и мембраной, то, что осталось после помещения блока. Parts of the remaining window. Часть закрывается оставшегося окна, полностью закрывается материалом. Membrana. And then here we go. I think that's it. And this is then the final result. Окончательный результат. Вы видите винты, которые фиксировали костный блок. Send it back to the referring doctor with a letter. We did a little bit augmentation. Implant today not. This is the bad news, but the good news, you can place the implant very easily in 6 months. Thank you very much. Спасибо for your attention. Что он сказал в конце? Этот пациент был отправлен к тому доктору, который пытался делать имплантацию и оставил 2 фиксирующих винта. Ему послали самые наилучшие пожелания. Говорят, это не хорошие новости, может быть, для вас, но хорошие, что теперь вы имеете возможность поставить имплантаты. Спасибо вам.